В студии финансовый консультант Юлия Леви, активист партии Ликуд Илья Левин, политический обозреватель Михаил Пелеверт и главный редактор 9 канала Дмитрий Дубов. Добрый вечер. Добрый вечер, Юлия. Давайте начнем с вас. Мы все-таки, я так и не понял, честно говоря, судьбу вот этих законов, метрополитен и второй у нас стал, да, совершенно о визах, об освобождении от необходимости виз для въезда в США. Но здесь у меня больше, так сказать, вот этот метрополитен. Насколько он у нас важен и что будет, если в стране, собственно говоря, этот закон не примут? Ну, сложно знать. Скорее всего, то, что произойдет, если его не примут, это то, что происходит сейчас. То есть на данный момент мы, да, видим изменения в приоритетах государства, так как многие дела откладываются, и у нас мы заходим в такой интересный период, когда у нас есть возможность у некоторых партий продвинуть какие-то определенные законы, которые им важны, в то время как другие важные законы просто будут отложены до следующей каденции. То есть мы находимся в таком периоде, когда, с одной стороны, действующее правительство будет пытаться продвинуть какие-то законы, которые бы помогли бы ему поднять свою популярность для того, чтобы в ближайших выборах они получили больше мандатов, в то время как очень многие важные дела просто откладываются. Поэтому сложно сказать, что будет на самом деле... Но деньги есть вот на эти дела. 3 месяца, да, у нас Лапид будет... 4? При Либермане не забалуешь, да, 4 месяца он будет контролировать кассу государства. Ну, как вам сказать, деньги всегда есть вопрос, на что они уходят. То есть, когда, например, говорят о нашем образовании, то нету денег, мы не можем поднять зарплаты учителям. А когда говорят о новых выборах, конечно же, у нас есть деньги, не только у нас есть деньги, но у нас еще бюджет для того, чтобы поднять финансирование других партий. То есть, все дело в приоритетах, и на данный момент, как мы всегда видели, перед выборами приоритет будет для того, чтобы подчеркнуть какие-то, может быть, хорошие деяния действующего правительства, и поэтому все другие приоритеты, которые важны на национальном уровне, будут, к сожалению, отодвинуты. Юлия, вы так красиво описали само понятие предвыборная экономика. Оно есть. Все, то есть мы уже там. Предвыборная экономика. Мы уже там. Мы уже, Юлия очень правильно сказала, в предвыборной экономике, но надо подчеркнуть, что главным человеком в этой предвыборной экономике, быть может, будет не Лапид в качестве избирателя, Либерман. И даже не Либерман, а я думаю, юридический советник Кнессета, потому что именно он, а точнее она в нашем случае, она будет визировать, подтверждать практически все законы, которые нынешнее государство, нынешнее правительство будет продвигать, именно для того, чтобы пресечь возможность так называемого предвыборного подкупа избирателей, который на самом деле очень эффективен. И здесь главным критерием будет так называемая преемственность, то есть насколько заранее до выборов были инициированы законы, насколько, например, профессиональные какие-то группы рабочие уже продвигали, проверяли ту или иную реформу на вшивость, и в этом смысле работы ей, конечно, сильно прибавится. Но если конкретно объяснить нашим зрителям, почему так и не прошел закон о метрополитене, о метро, то, скорее всего, закон метрополитена не прошел из-за того, что Шикли, Михаил Шикли, который в свое время был объявлен изгнан из партии Ямина, его Биньямин Нетаньягу обещал устроить на теплое местечко в Ликуд, но, скорее всего, сделать не сможет, просто в силу технических ограничений. Потому что места уже заняты Сельман и Орбаха. Он все еще отщепенец, что называется, и может баллотироваться в Кнессет только в рамках собственной партии. Но при этом оппозиция попросила накануне коалицию учесть, что Михаилу Шикли тоже надо помочь, попросила вернуть его в партию Ямина, чему категорически воспротивился уходящий премьер Нафтали Беннет. В обмен на прощение, скажем так, Шикли, оппозиция была готова голосовать вместе с оппозицией за так называемый закон о метро. Мне кажется, это показательный случай для того, чтобы продемонстрировать, из-за чего в Израиле в 2022 году проходит или не проходит закон, стоимость которого десятки миллиардов шекелей. Десятки миллиардов шекелей. Кстати, надо подчеркнуть, что это не то, что закон не прошел. Это не будут сформированы рабочие группы. То есть работа по продвижению, по инфраструктуре метрополитена в Израиле будет заморожена, как минимум до того, пока у следующего правительства найдутся свободное время, чтобы его тщательно проработать. Ну и, конечно, от этой коалиции останется
я думаю, классическая фраза Нира Орбаха, тоже из партии Емина. А что же будет с моей Машкантой? Это такой мемчик. Во всяком случае, многие лично слышали от Нира Орбаха, когда он голосовал, когда ему предлагалось голосовать с коалицией или против оппозиции. Он сказал: ребята, вы же понимаете, насколько я должен учесть, вы должны все учесть тот факт, что у меня есть Машканта, которую надо платить, и поэтому я хочу обязательно, конечно же, быть и в следующем Кнессете. Вот, мне кажется, это два наиболее показательных момента, которые должны нам запомниться. Ты думаешь, это верх цинизма? Миш, ты объясни, ты дай сразу же комментарий. Это верх политического цинизма? Или это такой тонкий расчет, я такой же, как и Мне вы? кажется, это просто правда, которая никогда Я скажу вслух не коротко, говорят. и да простят меня зрители, что если смешать бочку дерьма с бочкой меда, получается 2 бочки дерьма. И проблема в том, что наш системный кризис, в котором мы находимся, невозможно. Это как барон Мюнхгаузен только мог себя выдернуть за волосы из болота. А здесь, в данном случае, это сделать невозможно. Через эту пропасть, в которой мы находимся, повторяю, пропасть системную, мы не можем перескочить в несколько присестов. Повторяю, есть очень простые технические шаги, которые Кнессет мог уже принять. Мы международные лидеры по легкости, по которой можно распустить израильский парламент. Если бы это требовал не 61 голос, как сегодня, а, например, 70 или 80, это было бы уже на порядок сложнее сделать. Очень такие простые технические решения можно было бы инициировать. Я повторяю, что эта коалиция не виновата, не единственный виновный в том, что она не смогла это провести. Ей оппозиция не сильно хотела помочь, но вот мы Стоп, не сильно хотела помочь. Ты наблюдал за этой драмой, ну, начиная с вечера, когда стало уже понятно, так сказать, что это все переносится. Что это было? Почему вчера все это не сделали? Почему мотали нервы бедному Лапиду всю ночь? Я наблюдал за этой драмой с 13 июня, когда все это началось. Прошлого года. И на протяжении всего этого, причем в Кнессете наблюдал за всей этой драмой. И тут надо сказать, что конец-то абсолютно логичен. Вопрос-то был в том, с самого начала, он прозвучал 13 июня, а как долго эта коалиция продержится до распада, да? То есть еще год назад, 13 июня, мы как бы исходили из ситуации, из предположения, что запланированной ротации, да, через 2 года после премьерства Беннета, ее, скорее всего, не будет, просто потому что эта коалиция на этом топливе «Только не Биби» и клеи, который склеил все вместе, ну вот как в салате, все вместе набросали, ну и как бы сложилось у нас 61 там чем-то, вот, и понеслась, что называется. У нас там Ямина, у нас там НДИ, у нас там Яшатит, у нас там Ганс, у нас там Мерц, Авода и Рам, как бы, да, как вишенка на торте. И как бы вот получается так, что в коалиции прав был наш профессор политологии, прошу прощения, когда в коалиции нет идеологической последовательности, очень трудно договариваться между собой. Рано или поздно возникают вопросы, которые нам диктует сама реальность. Но что поделать, мы живем в стране, где очень много проблем, да, разного характера, политического, экономического, социального, религиозного и так далее, да. И об эти проблемы приходится иногда разбивать лбы. И если ты в коалиции, где у тебя есть идеологическая последовательность, ну, скажем так, Ликуду и Бен-Гвиру договориться по многим позициям легче, да, чем Новой Надежде и Раму или партии Мерц. В такой ситуации, конечно же, эта коалиция была экспериментом. Я на самом деле аплодирую. Действительно искренне аплодирую. Безумству храбрых, Нет, да? не безумству храбрых, а политического все-таки, таланту в каком-то степени руководителей этой коалиции, которые смогли хотя бы год продержаться. И, кстати говоря, давайте так, называть вещи своими именами. За этот год действительно было сделано все-таки немало, да. Политический цинизм, политический расчет, никто не хочет друг другу помогать, все ставят палки друг другу в колеса. Бюджет проведен. Определенные реформы проведены. Да, есть экстраординарные обстоятельства, никто не виноват в том, что мы еще до сих пор от короны не оправились, и последствия ее на экономику. Давайте так, вот кто в последнее время летал через Бен-Гурион, понимает, что такое последствия коронавируса, да, и все эти очереди. Никто не виноват в том, что у нас война, то есть есть кто-то виноват, что
война в Украине началась. И да, действительно, и это тоже влияет на глобальные экономические процессы, в том числе и у нас. Поэтому с этими экстраординарными, как бы вот с такими данными вводными, да, приходилось справляться. Кстати говоря, мы в ближайшее время услышим немало от партии Ликуд, например, что вот при нас все было хорошо, а потом стало все плохо, просто потому что Беннет и Лапид пришли. Ну, мы не можем, слушай, я не могу удерживать Илью больше, да, я чувствую, что у вас Я очень спокоен, я беру мяч совершенно спокойно. праведный гнев закипает вы в вас, мне сами да? дали кучу аргументов для того, чтобы отвечать. Во-первых, мы здесь вспомнили партию Емина, причем двух ее представителей. Стоп, Илья, извините, пожалуйста, сейчас мы Как сходим всегда, на рекламу. закроем рот и пойдем Нет, на- наоборот, телевизионный трюк. Вот Мы, так наоборот, Ликуд сейчас закрывает, да. выйдем на рекламу, вас ничего промируем, себе наоборот. закрывают, да. Мы просто промируем вас. Сейчас небольшой рекламный перерыв, после него мы вернемся, и я обещаю, что мы начнем с Ильи Левина, активиста Ликуда. Нам присоединился депутат, Кнессета. Ну, может, кстати, сбудется? Нет. Депутат городского совета Батьяма Ария Зайден. Мы продолжаем программу «Герой дня» на 9 канале. Как я и обещал, слово... Илья. Опять ли лезет этот депутату Кнессета, слово Илье Левину, активисту я тоже не- Ликуда, но вы же понимаете, время все равно ограничено, то есть мы сейчас не перебиваем, но вы, так сказать, Ну, постараетесь закроем во время. сконцентрировать. Кстати, у вашего Биби это все-таки хорошо получается. Так я что хотел сказать, что мы упомянули в первую очередь двух депутатов Емины. Перед этим Шикли и того, который был... Нира Орбаха. И Нира Орбаха. И тем самым мы показываем ту партию, которая была правящая. То есть она и так у нас маленькая, а из ее представителей двое уже вошли в историю. То есть это просто говорит об уровне того правительства, которое было. Еще пока не перебиваем, мы же договорились. И Хочется. Ну, хочется, я хорошо. понимаю. И второе, в конце концов, я извиняюсь, но когда мы заезжаем в Бен-Гурион, это в первую очередь говорит о системном сбое. Это говорит о том, что профильный министр, который должен это дело корректировать, он занят пешеходами и температурой в автобусах, а не организацией самого процесса. Да, но это И- тоже важно. Я как пешеход могу сказать, что наша Да, я понимаю. безопасность тоже Я достойна понимаю, внимания. особенно моя жена, которая ездит в автобусе, и говорит, что сейчас невозможно ехать, потому что можно задохнуться. Потому что кто-то там замерзает. А те люди, которые едут на работу в 6 часов утра, они как-то вот не замерзают. Это вот у меня из практики. Это два. И третье, в конце концов, ребята, все хорошо. Правительство у нас было великолепное. Кроме одного, откуда взялась 16% цена роста на квартиры. Это тоже война в Украине виновата. А цены наши на бензин. Мы вот сегодня получим опять новый удар, особенно те, кто платит за этот бензин со своего кармана, не ездит на бензине государственном или муниципальном. И, извините меня, у нас свои газовые месторождения. У нас 2 своих нефтезавода. У нас, в принципе, этого топлива залейся. Я сам работаю на нефтезаводе, и не надо мне объяснять, каким образом складывается цена на бензин. Я знаю, за сколько его забирают с завода. Так. Нет, здесь надо поправить Илью и сказать, что Виктор Либерман, кстати, пытался понизить так называемый налог на бензин. Он предложил Масс-блю, понизить то, что его масс-блю на полшекеля и попросил это продлить аж до конца, если не ошибаюсь, октября. Но при этом не факт, что этот закон успеют принять, потому что там есть всякие ограничения, Это уже чисто предвыборная связанные пропаганда. с предвыборной, так называемой До этого подкупательной, не как мы хотелось, говорили, сейчас хотел, экономикой. да. Он пытался эту проблему решить. Здесь это последовательная политика государства Израиль, что израильских налогоплательщиков доить надо. Это как бы придумано просто доить, нынешним... уже задушить Я надо. к тому, что это придумано, конечно, не нынешним правительством. Но при этом это нынешнее правительство приходит к выборам все-таки с каким-то... Нет профицита бюджета, но есть некие деньги, которые считалось, что будет дефицит в одном размере, оказалось, что на 20 миллиардов этого дефицита меньше. Кстати, практически все государственные учреждения потратили в этом году меньше денег, чем в прошлом году, кроме, угадайте... Правительства. Кроме правительства, Нет, Кнессета. кроме какого министерства? Кроме Главы Министерства правительства. обороны, чьи расходы выросли на 5%. Это тоже такая достаточно... А количество наших министров, кто их оплатил? Смотрите, по количеству министров... Ну, раздутое правительство, это же Биби. Это мы оплатили, это государство. Я, конечно же, должен напомнить, что один из первых воплей, я не боюсь этого слова, Лапида, когда он выступал против транжирования денег в израильском правительстве, он говорил, как можно было назначать
главу канцелярии альтернативного премьер-министра. То есть как только у нас появился альтернативный премьер-министр Ганс, он назначил себе главу канцелярии, альтернативной канцелярии премьер-министра, и Лапид сказал, что в его бытность во главе, значит, израильским политикам этого не будет. Он, конечно же, назначил и сам альтернативного главу Может, он Беннета сейчас уволит? своей коалиции, но Время? при этом это лишь подчеркивает, что точка зрения зависит от точки сидения. И если бы вы все, Причем если бы мы меняется. все, если бы мы все знали, как готовят сосиски, мы бы их не ели. Это точно. Израильская политика, она Как он приблизительно знал, что я такая. сегодня ел именно сосиски. Секунду, значит, давайте, да, об обсуждении меню моего обеда. Ария, почему все-таки на 16% выросли у нас цены на недвижимость за последний год? Виновато ли в этом правительство? Извините, виновата? Нет, не виновата. Почему? Ну, потому что правительство практически не влияет на рост цен. На Опа. рост цен влияет и картели инвестиционных домов и кабланим, то есть подрядчиков, которые скупают это все. Это давным-давно известно, это раз. Во-вторых, Как это работает А землю система? они у Как кого это? покупают? а? А у кого они Земля это покупают одна землю, из... которая всё Послушайте, идёт есть, именно- есть, я понимаю, окей, вы хотите все время прийти к какой-то ситуации, когда вы через одно какое-то, через одну какую-то ступень вы скажете, вот это причина, это следствие. Нет, так не бывает. В вопросе с ценами на жилье, во-первых, все начинается с низкой процентной ставки. Окей, у нас низкая инфляция, окей, потому что ее пересчет изменился в 99 Люди ищут, году. куда вложить деньги, Нет, они... Не секунду, спокойно. Все умные, молодцы. Окей. Так или иначе, есть теория, которая подтверждена на практике. Низкие ставки, высокая цена, например, на жилье. Окей. Во-вторых, после 2011 года была комиссия Трахтенберга, окей, которая должна была изменить некоторые вещи. Изменилась всего одна. Окей. Увеличился налог на прибыль с фондового рынка. Соответственно, деньги ушли с фондового рынка и, соответственно, перешли в недвижимость. Деньги не человека, у которого есть там Керниш-Тальмут или там 200-300 тысяч, а инвесторов, огромные потоки, которые пришли туда. Вернуть обратно этим, кстати, никто не занимается, не будет этого и не будет заниматься, потому что огромное лобби этих инвесторов держит всех по прицелам, особенно партию Ликуд и всех остальных. Стоп, нет, да я хочу все-таки кого-то поругать. Вопрос. Да, А то что есть обещал вы нас- Либерман тогда? Что обещал Я не знаю. Либерман? Либерман что обещал? Либерман Он пообещал ничего не снизить обещал. цены на жилье. Секунду, как-то мы Юлю То некрасиво тоже. оборвали, Ария. Послушайте, Пожалуйста. стоп. Я согласна с вами в том, что есть множество причин, по которых рост недвижимости доходит до тех уровней, которых мы видим сегодня. Тем не менее, если мы посмотрим на широкий, так сказать, абстрактный, на весь веер причин, то, во-первых, это земля, которая идет и дорожает. Кстати, кто от этого зарабатывает деньги? В первую же очередь, это же наше правительство. Это не правительство, а государство. Юля. Муниципалитет, Государство- в первую очередь. Это не муниципалитет. Если у Муниципалитет не правительства продает был бы этот какой-то сам. очень сильный интерес. Но это государство, Юля, это не правительство. Это не это не то, что это правительство пришло и изменило вдруг цены. Так Нет. вот в том-то и дело. Всегда- Может быть, они... Всегда бы снизили государство, долги. всегда государство, вы правы, всегда государство зарабатывает. Но государство этим зарабатывает, а потом неэффективно распределяет. Пришло это правительство и сказало, окей, мы попытаемся распределить более эффективно, но вот у них кое-какой там профицит бюджета. кстати, это один раз Хотя считал, он тоже не Он, зависит. кстати, Так, значит, все заявления между прочим, политиков, все их обещания о том, что они могут снизить цены на жилье, это все bullshit. Цвика Брод Есть- обещал всему Батьяму, что он снизит Арнону. Ее снизили ровно на 0,5%, и автоматически она поднимается на 1,5%, потому что растет этот самый. Я здесь Инфляция. не согласен. Правительство может. Есть правительство серия может. Правительство может. реформ. Окей. Может. Что может? Правительство может. Добиться Так как, снижения цен так как на оно, правительство, недвижимость. является монополистом в Израиле, единственным владельцем земли, а стоимость земли в долевой стоимости дома, квартиры, она составляет в среднем 3/4 или 2/3. Нет. Приблизительно. Да, А это я вам иногда говорю, больше. как А иногда в прошлом... даже 40%. Это я вам... Не, больше. Это я вам говорю, как в прошлом небольшой, но все-таки строительный подрядчик. Основное, это Это сегодня когда стоимость вам ее земли. перепродают Это через стоимость пятые земли. руки. Значит, что я хочу сказать. это не Государство может сделать, если у него есть, во-первых, политическая воля, во-вторых, время. Я вот вам приведу пример, что за последние 10 лет в Израиле сменилось 10 министров образования. Вот вопрос. Где наше образование? Можно ли сегодня ожидать от того, что придет какой-то министр с благими намерениями? Будем говорить, что они все приходят с благими намерениями. Но как можно реализовать какую-то свою программу
если ты хочешь, если ты меняешься в среднем раз в год. То же самое мы можем сказать о том, что у нас не было какого-то министра инфраструктуры, министра строительства, точнее, или финансов, который бы поставил перед собой такую задачу. Их несколько должно быть. Несколько. Конечно. Слушайте, ну у нас это же министр должна быть обороны некая тоже... команда. Миш, министр обороны у нас меняется И каждый, что? то же самое, Министр так же обороны- часто. И министр обороны добился Пока того, что у нас, на 5% слава увеличился богу. его Но у бюджет. министра Это лобби обороны- работает замечательно. Секунду. У министра обороны есть и целые команды, да. ЦАЛь, у них есть Раматкаль, вот, у Шабака есть свой начальник, директор службы, у Моссада и так далее. Они и без министра Работает обороны, система. они и без Тут министра работают обороны, приоритеты. они и без министра обороны будут действовать согласно своим профессиональным навыкам. Нет такой ситуации. Вы, допустим, как вы хотите, министерство там какое-нибудь, Министерство финансов. Миш, не предположим. возглавить. Сейчас Министерство давай финансов определимся делом, с да. приоритетами. В Министерстве финансов такой структуры нет. Окей? Поэтому там и Манкаль меняется каждый раз, и поэтому там... Сбивается порядок национальных приоритетов. Все возвращается в чиновничьи руки. А чиновник, вы же сами знаете, не будет он зачем-то ради блага народа менять то, к чему он привык. Это последняя вещь, которую чиновник будет делать. И рисковать своим Здесь местом. надо, слушайте, кроме того, что надо освобождать в смысле продавать землю, да, надо создать большое предложение земли. Во-вторых, надо строить инфраструктуру. Это когда люди, живущие в Хайфе, чтобы они доезжали очень удобно в центр, потому что в основном все сегодня заинтересованы это жить все в большом понимают. количестве Все это Вы делают. правы, Всё но понятно, проблема в но том, нет стабильности, проблема в том, поэтому что невозможно реализовать план. Проблема в том, что как только вы начнете продавать больше земли, мы проверили лично это, даже у Алекса Жибжинского, главного экономиста Мейтавдаш, вышла недавно заметка. Однозначно, когда начинают продавать больше земли, подрядчики своим картелям просто строят меньше. И, соответственно, сдерживают курс. Вот и все. Кстати, Стоп. это Здесь- можно решить вопросами Это же регуляции. уголовно наказуемое деяние. То есть Это эти уголовно ребята... наказуемое так- деяние. Если вы это сговор, докажете. сговор, Ария, Если ну вы вы- это Не, докажете. важно. Окей, ладно. А как Off the кто record. будет это расследовать? Но тут есть еще одна причина, которую мы... Управление Шалош-шалош, по борьбе с организованной у которого всего-навсего год назад появился какой-то командир, которого Игорь, до Юля, этого на 3 самом года деле не было вообще никакого израильское командования, общество- потому что его специально, насильно разламывали и не давали действовать. Ария Не и будет. Юля, к сожалению, израильское общество поделилось на две части. Люди, у которых уже есть квартира, им повезло приобрести ее в лучшие времена. Иногда и даже люди, не одна. люди, у которых квартиры нет. Поэтому весь вопрос, те, которые являются счастливыми обладателями недвижимости в Израиле, их вот этот прилив, да, поднимает все корабли в гавани. Соответственно, они могут быть более не менее спокойно за Не, черт то, возьми, потому что у их счастливых детей владельцев касается. недвижимости есть Но дети. все люди, да, все Но люди, их которые не большинство, могут помочь их детям. 61%. Наши Владельцев русскоязычные квартир репатрианты. израильских семей. Израильских семей. Любых возрастов. Любых возрастов. 61? 61%. Интересно. Их большинство. Окей? Поэтому В опять вы не Израиле можете... квартирами ничего. владеет 67%. Сколько? 67. В Наршохрит сделали проверку, и они говорят 61. Ну, не Ну, важно, сойдемся это на 60. довольно А те, у большие кого цифры, нет, которые... которые хотят снимать ту же квартиру, в том, как бы, в нашей экономике, когда каждый год владелец квартиры может поднять свою сумму до того уровня, который ему хочется, это приводит к тому, что те, у кого нет квартиры, карабкаются, пытаются хоть какими-то средствами хоть что-то купить, чтобы их просто не выгнали на улицу. И поэтому тут опять же есть еще один побочный Да, эффект, верно, который толкает абсолютно. людей Да. покупать квартиры, потому что у них просто нет выбора. У вас нет В регуляции. других странах, в OECD, всё верно. 40% всех квартир, которые сдаются, принадлежат государству. У нас это только 1%. О Слушайте, чем это говорит? Что это просто не в приоритетах нашего Приоритетов, правительства, государства. конечно. Например, Назовите это как хотите, в том, чтобы уровень жизни наших, как сказать, жителей Израиля просто улучшался. Например, приоритет того, что сегодня, если у человека есть вторая квартира, он ее сдает, он вообще даже не обязан декларировать доход от этой квартиры, если он составляет меньше 5700, Слушайте, вы заговорили о шекелей в год. квартирах. Это Соответственно, очень это интересно. тоже мотивация Это вкладывать очень именно в этот интересно. инструмент. Кстати, этот закон Юль. был принят в 90-х годах, когда приехала русская репатриация. Стоп. У нас еще один небольшой рекламный перерыв, а после него продолжим этот интересный разговор. Цены, квартиры, выборы. Программа «Герой дня» на 9 канале. К нам присоединилась Стелла Вайнштейн. Стелла, я вот я сижу и думаю, как вас представить. Бывший генеральный директор партии «Емина». Стелла Вайнштейн, которая подала в отставку с поста гендиректора. Или уже все-таки экс-гендиректор? Кто вы?
экс-гендиректор, хотя... Все, вашу отставку приняли сразу, то есть Беннет сразу же подписал это вот Ну, на ваших вообще-то, глазах? если так поточим, это вот до конца месяца, который заканчивается сегодня. Так что, скорее всего, сейчас я еще гендиректор, но с завтрашнего дня уже все. Последние часы пребывания в должности. Да, я у вас. Так, почему ушли? Смотрите, тот, кто меня поставил на эту должность, назначил на эту должность, это глава моей партии, бывший премьер-министр, уже можно сказать, Нафтали Беннет. В каждой компании глава компании назначает гендиректора, и гендиректор выполняет структуру и идеологию своего президента, так скажем, своего главного акционера, также у меня Председатель правления. председателя правления. Дело в том, что нет, все Я понятно. даю Звучит возможность, красиво, я даю Стелла. возможность Звучит красиво. Вы сказали, сами- новому главу партии выбрать своего подходящего под его или ее идеологию. Шакет не предлагала вам остаться? Или вы для себя эту возможность сразу же исключаете? Эта возможность была сразу же исключена. Вы не хотели работать с Аелет Шакет, или она с вами не хотела работать? Нет, это не то и не другое. Это просто я больше не вижу идеологически себя подходящую к партии Ямина, и поэтому... Которую возглавляет партия, которую уже возглавляет Аелет Шакет. Которая изменилась в последние годы. Хорошо, что это будет? Ну, понятно, что вы уже уходите из партии Ямина, но от партии Ямина с Беннетом мы примерно увидели за этот год. Что это будет Ямина с Шакет? Это будет что? Такая помесь, такой микс между Ликудом и Цианут Датит? Смотри, слава богу, у меня есть сегодня счастье не объяснять больше партию Ямина. Что Нет, это будет? напоследок, так сказать, я скажу. Что это, смотрите, что это Слишком будет? тесно просто вот на этом фланге, где она, да? Да, нет. Не пройдут ведь? А, Я Стелла? не думаю. Я пройдут, думаю, что да? есть возможность и пройти, но суть в том, что именно какие идеи я могу дать в эту партию сейчас. Я ушла не потому, что я еще не знаю даже, куда Аелет Шакет возьмет эту партию, я знаю, куда она ее не возьмет. Какие идеи ей менее важны, в том числе репатриация. Это тема, которая для меня очень была близка. Вы все видели, как я боролась в течение этого всего года, как началась война в Украине по поводу улучшения способа репатриации. Это менее, как мы все заметили, трогает Аелет Шакет. Давайте, Стелла, я сейчас переведу. В образ, который сформировался Аелет Шакет в общественном сознании, я имею в виду русскоязычную публику, большинство, это человек, который из-за каких-то странных соображений просто поставил заслон на пути украинских беженцев в Израиль, просто намеренно чинил бюрократические препятствия несчастным людям, и оставаться с этим человеком в одной команде несет огромные репутационные издержки, просто как для человека нормального, даже не загадывая на свое будущее в политике. Просто, если они держат вас в заложники, просто кивните или моргните мне. Нет, Серьезно. это мы Стоп, видели стоп. ситуацию. Это не та тема, которая... Каждого политика есть то, что его привело в политику. Ну, как вам сказать, мы все заметили, что репатриация и... Да плевать ей на репатриацию, всё понятно, да. Спасибо большое. Да, ну, когда как Да, я но- там могу быть. Все понятно, так сказать, у нее какие-то свои, Это так сказать, первая вещь. у нее свои Вторая- приоритеты, Вторая поселенцы, вещь, а не я репатрианты. пришла представлять в политику именно те, которые моего поколения, полуторного поколения, 30-летние в израильтяне, которые вся эта страна на наших Это хрупких да. плечей. Я не думаю, ну, есть те, которые платят машканта, а есть, которые уже не платят их. Я не думаю, что Аелет Шакет на сегодняшний и партию Ямина будет интересовать тот контингент, который платит машканту, отправляет детей в садик, идет служить милуим и покупает в ненормальных суммах, как вы вот до недавно вы говорили, вот до того, что я присоединилась. Недвижимость. Это менее то, что ее на сегодняшний момент интересует. И я думаю, что эта Интересный идеология момент. Аелет Шакет как часть израильской элиты. в том числе. Истеблишмент, конечно. Наш истеблишмент. Я думаю, что... Буржуй. Министры Вы сказали капиталисты. совершенно буржуй, верно, да. я думаю... У меня тоже есть дети, которые будут растить своих детей в этом обществе. И вопрос, какое общество она хочет видеть через 10-20 Я сейчас немножко в я другую понимаю, сторону. что я думаю, она сейчас не занимается 10-20 лет, Скорее она всего. занимается именно то, что происходит Очень сейчас. интересно. К сожалению. К Стелла, сожалению. вы просто очень интересный вопрос, на который, я думаю, что мы будем говорить еще. Мы уже начали говорить об этом в студии, что украинская тема украинской войны уже занимает место в нашей предвыборной повестке. Ария, как вы думаете, как это будет развиваться дальше, насколько, скажем, серьезное место эта тема войны в Украине, тема отношений израильского истеблишмента, большого всего нашего истеблишмента, не только политического, происходящему там, насколько это будет оказывать влияние? То, что происходит там, практически не будет оказывать влияние, на мой взгляд. Но если кто-то из них решит, что
украиноязычное общество или выходцы из Община, Украины. Да. имеется в виду. Ну, опять же, нет общины украинской. Вот, хотя ближе, чем как бы выходцы, наверное, из России все-таки они объединяются. Еще раз, то есть если кто-то решит, что они хотят окучить эти голоса, то, конечно, вдруг они начнут говорить о том, рассказывать, сколько там помогали, или как будут помогать, или еще что-нибудь, или будут ругать Ницана Орбица за то, что он ничего достаточно не сделал, или так других, или остальных. Ницан То есть Орбиц, это- он там не совсем ни при чем. Не, я, Нет, имеется в виду, я не- что нет, обещал он лекарства, действительно ни при чем. Но если кто-то, Обстоятельства. но если кто-то захочет его обругать, то, во-первых, он левый, мерец, а во-вторых, еще и Украине не помогал. Поэтому за них не голосовать, голосуйте За нас. Ешатит, скажем. Дом українських, рідний дім, то праві партії. Окей? Голосуйте за Лікуд чи інше. Вот будет что-нибудь такое, что-нибудь в этом роде, мы вдруг увидим этот самый на украинском языке плакаты, обращения. и Я так думаю, мы далее. чуть-чуть забиваем те, которые, Забегаем нет, те, которые репатриировались последние 5 лет даже с той же России. Им тоже было неприятно видеть. Я согласен, Стелла. Вот именно Я не- последние алия, я они, говорю- они я может быть, говорю о том- русскоязычные, но, я говорю о они том- тоже... Не поддерживают Путина, не Они не поддерживают. поддерживают Путина. Я говорю о том, то есть это возможен следующий вариант, когда решат, какой-нибудь политик решит, окей, не только украинцы, а вот вообще все, да, кто убежали в этот момент, сколько там, 30 тысяч, по-моему, приехало? Нет, Может, даже итого приехало Вот. 47 47, тысяч. 47 тысяч, Из полтора обеих мандата. стран. Из обеих стран, Из обеих конечно. стран. Окей, я Но думаю, из-за войны. полтора мандата, то есть кто-то решит, что вот они это будет их целевая аудитория, они будут Я разговаривать. надеюсь, что Опять они же, спросят, кто был рядом с ними все это время. я не знаю, но как мы по А опыту кто с знаем. ними был рядом все это время? Тот, который их эвакуировал, тот, который помогал, тот, который отвечал, тот, который Правительство? поехал... Нет, не правительство, а именно гендиректор правительской партии, которая даже во время войны полетела туда, чтобы помогать эвакуировать, и создала весь маршрут эвакуацию в Израиль. И вы возвращаетесь сюда и слушаете, как, скажем, министр... Потому что та партия, которая должна была защищать репатриацию, которая вся ее предназначение репатриации, ну как-то от нее было слышно одна тишина. Нет, там не Было тишина, там секунду, другие секунду. дела. Они были чуть-чуть за. Нет, там не это только, там не правда. тишина. Министр финансов Виктор Либерман, глава, если я говорю за вас, берите меня до ВР, берите меня пресс-атташе стало. Глава партии «Наш дом Израиль» заявил, что я не знаю вообще, что там произошло в этой буче. Русские говорят, что это... украинцы сделали, украинцы говорят, что это сделали. Оставьте о Кто Буче. расстрелял этих, кто убил Оставьте этих Бучу. 6 миллионов евреев, непонятно. Оставьте даже Бучу. Уже они сюда приехали. Может, они сами себя убили. Немцы говорят, что евреи такие. Тут вы, тут Не-не-не, могли- я тут бы вы- хотела- тут вы правы, да, Я бы пожалуйста. хотела бы, чтобы мы вообще забыли, не забыли, но поставили на секунду бедную несчастную Украину в сторонку. Так. И вспомним, сюда приехало 42 тысячи человек. Должно было, кстати, приехать, по всей статистике, на территории Украины жили и убежали 160 тысяч евреев, которые были под законной репатриацией. И они сюда, из них приехало только 30 тысяч, которые сказали, ни в коем случае не приезжайте сюда, езжайте в Германию. Это история, она за это засудит, что евреи бежали с Украины в Германию. Но... Оставьте, что там происходит. Они сюда приехали. Кто занимался ими? Что происходило в гостиницах? Были места, гостиницы, которые целыми днями не было еды практически. Они приехали с пакетом, не с чемоданом, с пакетами, вещами. Кто занимался их принять, их успокоить, их обнять, дать какую-то психологическую услугу, лечебную услугу, что-то покушать, отдохнуть. Они приехали в какой-то, извиняюсь, геморрой, бюрократии, который, ну, вы просто, мы здесь провалили, как правительство, и это я говорила, я думаю, в течение всего этого времени, несмотря что я была в правительстве, я, да, эту критику, потому что эти люди обращались ко мне, я их эвакуировала оттуда, и они звонили, ну, Стелла, ну, куда ты нас привезла? И здесь, получается, волонтеры доставали им еду, волонтеры доставали им квартиры, и здесь, Их дети спрашивайте, не могли пойти есть- в школу? Дети до сих пор Не не могут могут пойти пойти в в школу. школу. Мы сейчас говорим о беженцах, Нет, о репатриантах. о Я- репатриантах из Вы- Украины. выдано Из было Украины, было- и была да, в выдана- том числе и России, не только из Украины. И эти партии, то, что вот мне сожалеть, вы не хотите вмешивать в политический мировой конфликт, я понимаю, но они уже сюда репатриировались. Может быть, им тут поможем, может быть, ну, за вас голосует ваш мандат приходит от именно этих людей, их родственников. Где вы? Да и утверждают, что они помогают. Слушайте, Чё? сейчас Так, опять же, надо, но министр- во-первых, вы точно надо должны- все сейчас, воспринимать в Секунду, контексте. Миша. Министерство образования действительно выдало
Это Ифат Шаша Битон, Министерство просвещения. Министерство, да. Это да. единственное, Также потом, которое чтобы мне помогает. рассказывали о том, что как они помогали. Да. Министерство образования однозначно сказало, минимум 3 месяца, только после 3 месяцев записывать детей в школу. И Потому Фат что- Шаша Битон. Потому что, окей, зачем им в конце года приходить в школу? Это слишком большое напряжение для самого Министерства образования. Ни в одной стране, куда Дети приехали беженцы, были детей брошены принимали 3 на месяца. следующий день. Окей, во Франции, в Германии, где угодно, в Италии, в Польше. Министр я репатриации. должен сказать, были школы, я не буду называть их имена, куда принимали детей буквально на следующий день, и были замечательные директора. Волонтерно под свою Приходилось Так договариваться, устроено наше видимо. государство, да. Но сейчас я боюсь, что у нас начинается предвыборная кампания, и, соответственно, людей, которые помогали репатриантам из Украины, будет больше, чем репатриантов из Украины. Вы же понимаете? С этим разберемся. Я думаю, что с этим Но разберутся. чисто социологически я хочу сказать, что я не уверен, что с точки зрения израильского политика, который хочет представлять интересы русскоязычных, условно, да, вот в Израиле, я не уверен, что это хорошая тема. Эта тема все Она еще не даст электоральный, она остается токсичной, там надо очень осторожно идти по льду. Есть большое большинство в болоте, тихое, которое не так однозначно воспринимает все происходящее сегодня между Россией и Украиной. Это Я есть согласна. социологические опросы, которые на это указывают. Есть громкое меньшинство, настроено очень проукраински. Повторяю, с точки зрения интереса израильского политика, я был очень осторожен. Ну, Я могу понять я не, вот я не эту знаю, кто критика, эти, да, но людям надо зачем помогать. нам Вот именно, который нужен всегда политик, который не имеет смелости занять какую-либо сторону. Я не говорю про премьер-министра, у него отдельная была задача, как Про это какого делать. Они из, разделили. Ария? У нас вот Про мы какую щас- смелость, когда мы ведем переговоры, например, с Саудовской Аравией, которая посылает свои секретные сервис Да, но убивать при чем и здесь принимать- разрубить человека на несколько частей? Это можно? с Это ними ошибка делать? эксцесс-исполнителя. С кем можно, а с кем нельзя? Не иметь обидно дело? за- Не, С каким- друг- какова моральное оправдание но иметь дело с Саудовской Аравией? Я бы хотела сказать, какая-то связь имеет принять нормально тех, которые уже тут. Конечно. Я понимаю, что не хочется влезть кому-то, кто недостаточно смелый именно в этот конфликт. Я это прекрасно Саудовцы понимаю. наши сукины дети. Все, я нашелся. Понимаешь? Вот. Саудовцы, конголезцы. Не-не, много других это стран. русские. А какой связь и чем виноваты те дети, которые приехали, были 3 месяца без школы с обоих стран? Для этого нужно Чем- было решение Не-не-не, на ни в коем политическом случае- уровне. не-не, ни в коем случае они ничем не виноваты. А в чем Конечно, ни в чем виноваты не те, виноваты. которые, кстати, также люди, которые не имели чем поесть, когда пойти где жить, их обманывали постоянно, им не дали даже нормально где жить, где были те партии, где были не только партии, где были те представители, где депутаты, которые избраны были именно на голосах таких же людей, и как могут люди слушать их опять и говорить, ну да, они за нас сейчас будут Израильская позаботиться. политика полна тремпистов, которые хотели Однозначно. использовать вот эту тему войну Украина-Россия. Я лично говорил с достаточно большим количеством политиков, которые приглашали меня в различные рабочие группы. И как только они понимали, что сейчас не очень хороший электоральный момент, они об этом напрочь забывали. Поэтому, повторяю, все надо воспринимать в контексте, что сегодня уже, в принципе, началась предвыборная гонка. Это во-первых. Это понятно, А во-вторых, да. обратите внимание, что Бенемин Нетаньяху, Стелла, который не сказал ни одного слова о войне слово между должен сказать? Украиной и Россией, все еще по социологическим опросам, которые проводятся, и когда спрашивают, почему Бенемин Нетаньяху, когда он лжет, вы ему прощаете, а есть именно вот такие социологические опросы, поразительный эффект, который я бы назвал эффект Робин Гуда. Все, что делает Нетаньяху, и даже это не совпадает с правдой, ему прощается, потому что это воспринимается как ложь во благо. Талант. Может, талантливый, да. Он Дело не сейчас... только- Секунду. Он это строил годами. Дело не только в таланте, дело в людях, которые имеют такую точку зрения, поддерживают такой ход событий. Их, да, достаточное количество. Когда мы говорим И про... им нравится быть, так как она говорит, «Мекуравим ле мелех», и он для них мелех, то есть он для них король, вот они хотят Секунду, быстро быть к нему. Это им нравится, вот они пусть его Я поддерживают. потерял нить Да. разговора, Да, секунду, но пожалуйста. я четко, Ария, я просто должен спросить бывшего секретоносителя.
Стелла, недавно у нас была вся история, связанная с переездом сюда российских интернет-компаний, Яндекс, просьба от некоторых министров. Вы следили за этим делом вообще? Насколько это вообще критически важно для нас, переезд вот такой фирмы? Кстати, Юля, и вашу точку зрения хотел бы это знать. То есть, Я считаю, что это очень важно, потому что это приносит еще налоги, еще финансы, еще работников, хороших работников, которые будут платить хорошие налоги. конкретно с Яндексом там репутационные, так сказать, были моменты. Я понимаю, но в конечном санкционный итоге, список, мгм. но в конечном итоге, мне очень печально, что многие именно с мира хай-тека убежали с России, уехали с России И не попали и не сюда. попали в Израиль. Мне очень печально, потому что у нас не хватает таких работников, жутко не хватает. Из-за этого у нас вот ситуация, эти хорошие, качественные репатрианты, все хорошие, но это те, которые еще приносят хорошие налоги, а налоги в Израиле всегда нужны. Насколько Игорь, мы одно слово, упустили- одно слово. Израильскими политиками ситуация с Яндексом была использована. Я это знаю как непосредственно, как человек, который беседовал с очень высокопоставленными представителями компании Яндекс. Большое количество политиков, которые пальца о палец не ударили, чтобы помочь этой компании интегрироваться в Израиль, перевести сюда своих рабочих и дать им рабочие визы, ходили, давали Слушай, ну эти интервью парни и под говорили о том, что они пытались это сделать. Поэтому вот этот цинизм, как я же здесь представитель не могла циничной более политики. согласиться Я с вами. Реал здесь не политик. представляю ни одну партию, я могу это себе позволить. Юль, секунду, Юль, насколько это для нас критически важно для нашей экономики, что вот мы пропустили этих людей, упустили или там Я считаю, что выгнали? я считаю, что так как технологии и хай-тек — это моторчик израильской экономики, так сказать, добавка силы именно в этот сектор могла очень помочь. Конкретно Яндекс, конкретно вот эта Конкретно. история с российским интернет-гигантом. Я владею компанией, которая находится в Грузии. Я вам могу сказать, что за последние полгода Грузия цветет и пахнет. Туда просто бегут все бизнесы из России, из Украины, недвижимость, как бы все растет, все цветет и пахнет. Почему? Потому что там есть прилив людей. Если бы Израиль был достаточно умен, чтобы принять именно этих людей, дать им, открыть им ворота, принять их на места, которые на самом Что деле значит, сейчас... что значит открыть эти Мы уже это ворота? обсуждали. У нас нет Что значит законодательства. внести, У нас нет законодательства иммиграционного. У нас- Игорь, вы у можете нас представить, в нет 2022 законодательства, году которое нет думает о вообще развитии никакого экономики иммиграционного Израиля. законодательства, У нас кроме нет- Хокашвуд, Нет, кроме у нас закона нет об Боится законодателя, это который трогает. занимается бизнесом, который занимается налогом, который занимается развитием страны. Как бы, по моему мнению, я как финансовый консультант, который работает с очень многими бизнесами, я вижу, если мы ему просто не будем мешать, он уже будет лучше себя как бы... Он к нам не может лучше. попасть. У нас Слушайте, нет кроме- Стоп, закона. Хабари, Ария. Послушайте, кроме того, что действительно нет закона, и нет это, не все хотят жить в этой стране. Окей? В этой стране не просто... После последнего полгода еще больше. Не просто, здесь не просто жарко. Окей? Здесь жить очень людям, которые приезжают со стороны, очень неудобно. И когда у них есть выбор, они выберут страну, в которой они чувствуют себя лучше. Вот и все. Конечно. Но многие из них поехали в Турцию. Насколько последний раз я проверяла, в Турции не менее жарко, чем в Израиле. Там нет Чуть войн, меньше, они там нет севернее. войны. Вот. Но так или иначе нет. Вы правы в том, опять же, здесь у нас особый склад общества, они не совсем понимают наше общество. Для того, чтобы сюда интегрироваться, нужно немало усилий. А если у вас есть, вода, они как вода течет и выбирает там, где меньше. Ты имеешь в виду деловых людей? Не только деловых, специалистов и так далее. Слушайте, у них есть выбор. Они прекрасно говорят на английском языке, у них очень Ну, востребованная значит, это наша профессия. ошибка, что Но с другой стороны, Может быть, Ария, секунду. я побоюсь этих я не громких сказал, я бы не слов. сказал, что это ошибка. Окей? Ну, косяк. Я боюсь этих Я- громких это- слов, но мы не это не Соединенные важно. Штаты Америки, Ария. Мы Нет, все-таки мы хотели бы, не чтобы сюда ошибка. приезжали Я люди, не знаю. так или иначе, Нет, я понимающие, не что вижу, такое еврейство. Я не знаю, зачем нам, в чем проблема, если приедут 50 тысяч людей, которые не совсем точно Кстати, понимают, что можно им такое дать рабочую еврейство. визу. Ничего страшного не произойдет. Слушайте, Здесь 8 почему миллионов не дать Чего? рабочую визу? И всё будет Я не хорошо. понимаю, я, Я не во-первых, думаю, не что все, понимаю, кто приехали в 90-х годах, все знали, что такое еврейство. Да. я не Спасибо. понимаю, почему сегодня скорее надо всего, скорее всего, обсуждать дело эту не в тему, этом. когда у нас, серьезно. в принципе, в Израиле, повторяю, нет никакого иного законного метода въехать в эту страну, кроме как закона о возвращении. Я понял. Ребята, Нету. 2 минуты у нас осталось. Мне надо у Стеллы проверить еще один слух. Все, я надеюсь, что это последний слух на этот час. Слух о том, что Ликуд запускает русскоязычную партию «Спутник» для того, чтобы, так сказать, немножко подогреть НДИ, так сказать, их опустить немножко. Ну и, так сказать, себя... Если пройдут, то будет свой, так сказать, еще и маленькая партия «Спутник». Ну, я, к сожалению, не могу об этом много сказать, потому что я первый раз слышу об этом слухе. Я думаю, что у Ликуда сейчас есть большая задача, чтобы голоса с правого лагеря
кстати, это не только у Ликуда, это тоже с другого лагеря тоже такая же задача, что маленькие партии не утратили свои голоса, ни у кого сейчас нет никакого интереса делать такие маленькие партии спутника, потому что они именно под самой большой опасностью не пойти голосовой барьер, и тогда, ну, просто из этого же лагеря стереть свои же голоса. Ну, все-таки, может быть, как-то повлиять, потому что я имею в виду на соотношение сил между блоками. 60 на 60. Можно я То отвечу? есть здесь любое маленькое потрясение, я так понимаю, даст мандат. Я отвечу так, что если бы я был Биньямином Нетаньягу, на месте Биньямина Нетаньягу, я бы обязательно это сделал. Потому что по всем социологическим опросам количество людей, которые рассматривают возможность проголосовать за альтернативную, кстати, если мы говорим русскоязычную партию, я видел эти опросы, составляет около 45%. Это очень много. Соответственно, из этих 45% есть, по-моему, 20, которые в высокой степени склонны это сделать, еще там 15, которые там средние, и еще там остаток в той или иной. Но в любом случае большое количество людей сидит на заборе, они понимают, что если делать все время одно и то же, то и результат будет одним и тем же, и готовы рассмотреть эту возможность. Если Биньямин Нетаньягу понимает, что сегодня от русского голоса многое зависит, и надо его мобилизовать, а мы говорили о том, что русскоязычные приходят около 50% голосовать, тогда как в Израиле это около 70%, то вот на этой дельте в 20% можно сыграть. Даже если Хотя- предположить, что все это верно, это все равно нет будет достаточно для того, чтобы пройти электоральный барьер. Но быть спойлером. 20%? Но быть спойлером. 20% Но от оттянуть. 40%, которые придут Но голосовать. оттянуть на себя. Но это- оттянуть на это себя. Сомнение 100 тысяч, и Оттянуть поэтому на никак себя не несколько получается. десятков но тут тысяч голосов. возможен еще один вариант. Он также может взять команду, которая может быть как бы... Все, ребят, нам нужно заканчивать, Ликуд, которая таким сможет образом отвлечь его. опять же подкрепить Все, себя. Юлия Леви, Стелла Вайнштейн, Михаил Пелеверт, Ария Зайна. Большое вам спасибо. Мы заканчиваем, у нас впереди рекламный перерыв.